Всем привет, друзья! Есть у меня вот такой кабошон циазита. Ну и, конечно, я хочу сделать кулон. Ну и я подбирала к нему материал, потому что у меня не было ничего подходящего. Я его давно покупала и решила сделать. Поэтому я купила вот такие бусины. Я показывала эти бусины. 10 миллиметров. Очень яркие, фиолетовые, с таким ярким зеленым. Ну и хорошо подходит к кабошончику. Кабошон у меня 25 на 18 миллиметров. Не маленький, хороший кабошончик. Можно сделать красивый кулон. Ну и, конечно, потом я купила вот такой браслет. Тоже хорошо подходит и к бусинам, и к кабошону. Очень давно я покупала вот такие камни. Они как подвески, эти камни выполнены в интернет-магазине. Не помню, как называется. И, по-моему, Санкт-Петербург. Оттуда мне присылали посылку. Я тогда еще на Алиэкспрессе, по-моему, не покупала ничего, когда начинала работать. И много там заказала натуральных камней, подвесок. У меня до сих пор лежат эти подвесочки. Как-нибудь покажу. Это циазит натуральный. Ну, а вот это я покупала все на Алиэкспрессе. Посмотрите, вот какое отличие. Очень ярко здесь все тонировано, наверное. Крашеный. Это все. Ну и точно я не могу сказать, что это циазит натуральный. Хотя это написано, что циазит у продавца. И это циазит. И будут еще и в комплекте у меня серьги. Думаю делать с медной фурнитурой. Украшение у меня будет. Кулон буду я вышивать на фетре. Зеленого цвета подобрала. Хороший цвет. Прям подходит к бусинам. Ну и теперь мне надо просто выбрать форму кулончика. Долго думала. Ну и какие-то мысли у меня есть. То одно у меня, то другое. И не могу, как всегда, остановиться на одном варианте. Вариантов много. Вот разрежу браслетик. Здесь такие красивые бусинки. Они с этой стороны, с лицевой, граненные. Видно вам, да? И толщина у них очень высокая сейчас. Ну, 5 миллиметров, да, 5 миллиметров. А так 13, по-моему, 13. Ну, я думаю, мне хватит на украшение. Как я планирую сделать. Одно планируешь, а когда начинаешь что-то делать, получается совсем другое. С одной стороны у меня будут бусины одеваться на украшения, как я планирую. С другой стороны я хочу поставить вот эти бусинки. Здесь два отверстия. И я сначала обошью кабошон круглый. Ну а потом думаю вот так сделать. Пришить, наверное, 3 штучки. И от нее будут у меня уже идти бусы. Продолжение будет из вот этих бусин. С двух сторон будут разные формы бусин. Я так планирую. Сейчас в первую очередь мне надо будет обшить кулон. Подобрала много бисера зеленого. И бусинки у меня есть. Есть вот такой бисер. Я не знаю, подойдет ли цвет такой. Есть вот такой у меня бисер. Видите, с оттенком бензиновым. Вот такой цвет красивый. Я думаю, вот этот мне подойдет. Но он 11 номер. Есть вот такой цвет. Немножко отличается. А это уже гамма 10 размер.
Есть вот такой тоже, как кубический. Вот эти два одинаковых, только размеры разные. Это 1,5 миллиметров, а эти, по-моему, 4 миллиметра. Ну вот, и вот такой я еще подобрала бисер. Посмотрите, тоже по цвету подходит. Ну вот, посмотрю. Это тоже куб 1,5 миллиметра. И медный, пятнашечка, мелкий, медного цвета, 222 номер. Хорошо подойдет, так как я буду делать с медной фурнитурой. У меня вот есть два размера, и 11, и 15. И сначала я, наверное, сейчас обошью, обычно, как мы обшиваем кабошончик. Ну и потом к вам вернусь и буду показывать процессы, как я буду делать кулон. Вот, посмотрите, как я обшила кабошончик. Пришила вот эти бусинки с браслета и провела тросик. И сразу же провела бусинки. Вот такие на ниточке у меня. Есть и зеленые, и вот такого цвета. Хорошо подходят по цвету. И вот такой у меня план. Теперь я провела тут же ювелирный тросик в бусинке. И хочу теперь ювелирный тросик провести вот здесь в конце и закрепить его снутри, с изнаночной стороны. Здесь я закреплю его, пришью, и будет держаться. И так дальше я буду продолжать потом набирать бусинки вот таким планом. А здесь у меня пришитое все это, как будто в кулоне идет продолжение. Тросик у меня спрячется, и примерно здесь где-то у меня кулон закончится. Примерно так. И теперь мне надо закончить в самом низу кулон. Отсюда пойдут вот эти бусины. Понятно уже, да? Представление имеете? Здесь будут вот эти бусинки. Вот так. Теперь мне надо здесь внизу закончить. Есть вот такая у меня деталь. Это коннектор. И я вот думаю его как-то пришить. Есть у меня вот такие шапочки, цветочки. Тоненькие-тоненькие. Я их пришью сверху. Вот эти отверстия красиво сделаю. Ну и потом буду показывать, что хочу дальше сделать. В эти шапочки вот так бусины поставить. И будет такое цветочное украшение. Кулон. Вот так. Я думаю, будет красиво. Есть вот такие у меня шапочки. Я их применяю в основном вышивку, потому что очень красиво смотрятся. Цветочек, да? Посмотрите, какой цветочек. Хотя это шапочки, но когда ставим мы на бусину, ее не видно. Этой красоты, которая находится вот здесь. И такие цветочки я уже не раз пришивала в кулоны. Очень красиво смотрится. Ну и вот таким способом я пришью тоже эти шапочки. Ну и поставлю бусинки. Примерно вот так. И все. И обошью бисером контур. По контуру. Здесь мне надо, не знаю, может быть, тросик сразу вывести, чтобы колечко не пришивать, уже не крепить бусы. А сразу можно тросик провести с изнанки, закрепить здесь тросик. И все. У вас будет уже
выходить тросик и к ним крепить бусы будем. И также с этой стороны у нас уже не надо колечки пришивать к кулону, а тросик уже выведен. Вот таким способом я решила попробовать сделать кулон. Ну, я думаю, получится и будет красиво все. Ну, а потом покажу, как я буду собирать уже бусы и что между ними буду ставить. Ну, я продолжаю работать. А вы мне напишите, нравится вам такой способ или нет. Ну вот, мой кулончик готовый. Посмотрите, как интересно получилось. Необычная форма. Нестандартная. Здесь я пришила шапочки медного цвета, двух вариантов. И поэтому так смотрится, как будто здесь букет цветов. Ну и здесь я уже между бусинами поставила здесь 2 бусинки, здесь по одной, чтобы так полукруг, и пошли набор бусин. Сзади я поставила кожу, спрятала все крепления тросика. Сзади я крепила на фетр, приклеила потом. Сверху я приклеила картон и потом кожу обшила бисером. Я не показывала, как обшивать бисером, потому что у меня уже есть такие видео. Я оставлю ссылки, если кто-то не умеет обшивать бисером кулоны. Ну и тут я теперь уже буду набирать в эту сторону эти бусины. И хочу между бусинками ставить, наверное, вот эти бусины вот этого цвета, я так думаю. Потому что зеленый как-то не очень смотрится. А вот эти пурпурные бусинки, очень красиво они смотрятся между этими зелеными бусинами. И хочу поставить вот такие маленькие-маленькие, тоже я показывала уже в распаковке, бусинки медные. Посмотрите, какие они малюсенькие. И хочу посмотреть, как они будут выглядеть. Сейчас вместе посмотрим. Если между ними проставлять бусинки. Сейчас я одену. Ну вот я посмотрела. Мне кажется, все-таки эти бусины розовые лучше смотрятся, чем зеленые. И вот так вот между медными бусинками, чтобы как-то вытянуть. У меня их не так уж и много, так как это браслет был. Ну и не хочется тоже длинное делать украшение, чтобы на груди было. И сейчас я наберу, вот сколько у меня здесь есть, посмотрю, какая длина. А потом уже, конечно, буду круглые одевать, какая здесь у меня получится длина бусин. И я думаю, оригинально смотрится с этими бусинками. Конечно, это на мой взгляд, может быть, кто-то и поставил бы зеленый цвет между бусинами. Как вы думаете, какие лучше смотрятся? А может быть, через один ставить зеленый или розовый? Не знаю даже. Наверное, буду одинаковые ставить. Вот такой набор у меня получился. И чем ближе к шее, надо обязательно здесь смотреть, как у вас лежит. Потому что здесь облегает шейку, и форма должна быть немножко закругленная. Если мы будем одевать такой же набор, как и с этой стороны, оно будет прямое, ровное, а на шейке будет ложиться и вот так отходить бусины. Поэтому здесь на одну бусинку в некоторых расстояниях я делала по 2 бусинки. И тогда идет закругление.
И ложится хорошо сзади, вот на шею, все ровненько ложится. Это надо иметь в виду, когда бусины с двумя дырочками, вы просто так не оденете потом красиво на шейку. Со второй стороны я буду делать круглые бусинки. Здесь я просто поставлю, наверное, первую шапочку, чтобы было красиво начало. Вот такая у меня шапочка. Это я покупала, по-моему, в Леонардо. Такие шапочки. И все. И потом, наверное, просто бусинки. А я думаю, может быть, у меня есть вот такие маленькие гематитовые бусины. Они цветом под медь. И между ними, я думаю, поставить. Потому что если эти ставить бусинки, я думаю, не очень красиво будет. И с другой стороны я, наверное, поставлю вот эти маленькие. Они, их и незаметно, но они дают свою изюминку, блеск свой. И красиво будет. Я думаю, переливаться немножко будет. Если на солнышке или при свете каком-нибудь красивом. Будут давать блеск. Вот так. Их практически не видно, но смотрится здорово. Вот как у меня получается. И я в конце на один тросик вывела все. Поставила вот так и большую бусину. Вот такую тыковку. Здесь большое отверстие. Оно мне может пригодиться. А может и нет. Я вот думаю, ставить мне протектор или поставить вот такие вот есть у меня колоты. Маленькие, аккуратненькие, медного цвета. И здесь можно кримп спрятать внутри. Вот. Сейчас я, наверное, посмотрю, как это будет выглядеть. Ой, колод с дырочкой здесь, отверстие есть. Проводим тросик и сюда подводим. Теперь нам надо одеть кримп. Одеваем кримп 2 миллиметра. Так, у меня тросик очень длинный, мне надо его обрезать, мешается. И потом в кримп опять надо... Нет, не в кримп. Просто в отверстие. Вот эта колота. Пройтись. А обратно тросиком проводим. Это надо теперь все поближе подвести. Закрепить. Вот шилом, видите, я поддерживаю и подтягиваю тросик. Потом я его обрежу здесь. Здесь надо мне все хорошо затянуть, чтобы не было видно тросика. Подтягиваем. Все подтянули. И ложится, видите, как хорошо здесь на шейке. А теперь можно подтягивать уже без шила. Подтянули. Теперь здесь берем инструмент. И нам надо кримп сжать. Сжимаем его. Расплющиваем. И все. Теперь колод легко закрыть. И это крепление все держится внутри этого колода. И теперь мне надо с этой стороны тросик обрезать. Очень хорошо. И тросик спрятался в этой бусинке большой. Там отверстие крупное. И вот так получилось окончание. Не видно ничего. Очень удобно, мне кажется, с такими работать колотами. Теперь я возьму, наверное, двойное колечко.
Вот такой замочек у меня красивый есть. И поставлю на окончание вот такой замочек. И с другой стороны я также сделаю, только поставлю уже просто колечко, в которое будет одеваться. Можно такое поставить кольцо. Это уже на ваше усмотрение, какое оно у вас есть. И вернусь к вам. Мое украшение готово. На мой взгляд, очень интересное получилось и необычное из-за кулона. И мое решение мне самой понравилось. С одной стороны поставить одни бусины, а с другой стороны другие. У меня еще остались вот такие бусины. 6 бусин. Могу сделать браслет. Но это уже, если вдруг кто-то захочет купить мое украшение. Я не всегда ставлю на продажу украшения, только те, которые мне очень нравятся и выполнены очень хорошо. К ним я сделала серьги, как я уже показывала, эти капельки. Это натуральный циазит. Здесь я поставила соединение, бусинки. Соединение я спрятала, его не видно. Они очень подвижные получились. На бусинки я поставила вот эти шапочки, тоненькие которые. Ну и дальше медная фурнитура. Вот такие швензы красивые. Они хорошо работают. И такие длинные сережечки. Сантиметров 5 получились. Можно еще сделать и браслет, так как у меня еще и остались вот эти бусины. На мой взгляд, оригинальное украшение. Такого точно ни у кого не будет. Ну, а вам оценивать. Пишите свое мнение, мне очень интересно, понравилось вам или нет. Ну, а если понравилось, поставьте мне, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления. Много еще будет интересного впереди. Я с вами не прощаюсь. До скорых встреч!